Как обычно, я собираю семенную картошку, а Танюха идет картошку на еду собирает. Ну, вот это семенной картофель. Очень трудно поместить в руку. В этом видео мы показываем, как вырастили 730 кг сотки. Это в 4 раза больше средней урожайности в мире. Причем по факту с меньшими, чем обычно, трудозатратами. Напоминаем, что мы ежегодно получаем достойный урожай картошки в жарких сухих условиях Ростовской и Луганской областей, где основной объем картофеля на рынках привозной из более благоприятных регионов. Технологию показываем от посадки до уборки урожая. Формируем ровные канавки по шнуру вдоль линии разметки будущих картофельных рядов. Такая прикольная канавочка, четкая. Глубина канавки 20 сантиметров от уровня верхнего края. Ну что, получилась такая глубина канавки, неплохая. Учитывая, что это делается не лопатой, намного быстрее, с меньшими затратами сил. Для сокращения потерь времени на промежуточные действия, вроде переналадки культиватора, за одну операцию проводим последовательно все ряды. Дальше начинаем рыхлить и измельчать почву на дне канала. Глубина рыхления 10-15 сантиметров от уровня почвы в междурядьях. Такая приличная глубина получается. Очень даже и рыхлая, прям хорошая земля. Будет на пальце. Мы разрабатываем технологии так, чтобы по силам было справиться как в одиночку, выполняя операции поочередно, так и коллективно, выполняя разные операции параллельно, в удобном для каждого человека режиме, но и без простоя в ожидании действий друг друга. У нас все заняты делом. В этот раз трудимся вдвоем, поэтому далее параллельно выполняются сразу по 2 операции. Опыливаем и обсыпаем подготовленные к посадке клубни, рассеянные растительной золой пеплом. И одновременно продолжаем рыхлить дно канавок. На следующей операции распределяем посадочные клубни по подготовленным рядам. Расстояние между картошинами 25 сантиметров для позднего картофеля. Опять же укладываю поперек. Так, поперек. И 20 сантиметров для раннего. Параллельно также продолжается и рыхление. Суть технологии не только в применяемых методах или в определенной последовательности действий, но и в эффективной организации труда. В частности, за счет разделения на простые операции, ради снижения потерь времени и сил на бесполезных промежуточных действиях. После распределения семенных клубней хотя бы на один ряд, начинаем непосредственно посадку. Глубина заделки клубней соответствует толщине слоя рыхлой измельченной почвы. Те же самые 10-15 сантиметров от уровня земли в междурядьях. Мы сразу картошку разложили не вот так клубни, а поперек. Это с тем, что будем потом развал делать. И сейчас я картошку, каждую картофелину, во-первых, вот так подкапываю землю. Земля сейчас рыхлая, хорошая такая, можно вот прям легко рукой подкопать. Переворачиваю картофель вниз ростками. Это опять с тем, чтобы ростки потом начинали расти вот с 2 сторон от картофелины. И тоже облегчали задачу с посадкой в развал. Именно для этого делается, чтобы ростки максимально друг от друга далеко были. И такую операцию провожу с каждой картофелиной. Поперек, вниз ростками. Поперек, вниз ростками. Закапываем. То есть каждую картофелину я вниз ростками, ну там, где больше ростков имеется в виду, потому что где-то и сверху бывают ростки. И тут опять, видите, переворачиваю, закапываю. Присыпаю, переворачиваю поперек, закапываю, присыпаю. И так с каждой. В принципе, операция быстрая, когда наловчитесь, это вообще делается очень быстро. Сейчас я на камеру как бы неспешными движениями делаю. Ну а сейчас я уже буду ускоряться, чтобы время не терялось и процесс шел намного быстрее. И так совсем рядом. После закапывания первых 3 рядов начинаем засыпать в канавки полуперепревший навоз. Норма внесения 1 тонна органических удобрений на сотку. Можно и меньше, но не больше. Прикрутили на ножку доску, поскольку ставится она вот так в середину. Прям на ряд. Да, чтобы не углубилась и не раздавила картошку. Операции также идут параллельно. Один не спеша засыпает ряды органики, другой продолжает заниматься посадочными клубнями. Простоев нет, каждый занят своей задачей. Вот и все посадочные операции, всего их 6. Канавки, рыхление, зола пепел, распределение, закапывание, органика. Картофель посажен, ждем, когда взойдет. Если между посадкой и появлением всходов слишком сухо и жарко, обязательно поливаем. Конкретно в нашей местности в это время уже до всходов бывает температура почвы порядка 40 градусов. Вода у нас колодезная, поэтому не только увлажняет почву, но и эффективно охлаждает до более приемлемого уровня.
Вот такая уже картошка. Зашла очень быстро в этом году. После появления всходов, когда ряды отчетливо видны, проводим однократную прополку рыхления. Вот так Жека пропалывает картофельный участок. В общем-то, на весь участок уходит очень мало времени. Буквально, я не знаю, 5-10 минут. Это с тем, что он еще там вручную что-то там поддергивает. А так в основном этим агрегатом проходит. Но Жека не только пропалывает, но и попутно рыхлит почву. Так как нехило мы ее уплотнили при посадке ногами, тачкой. А теперь получается прополка с одновременным рыхлением. Как мы знаем, картошка любит рыхлую воздушную почву. Дальше мульчируем междурядье сена. Выполняем, когда большинство картофельных побегов уже взошли. Картофель уже почти весь зашел. Поднесли уже часть сена поближе. Разложили кучками, чтобы удобнее было работать. Сено подсохшее, его теперь достаточно легко носить. Как всегда, укладываем примерно посередине участка тропу из всяких веток. В данном случае это стебли топинамбура и немного веток деревьев. Чтобы сено не вязло после полива, можно было здесь проходить спокойно, шлангу протаскивать и так далее. Жек собирает вилами уже высушенное сено в кучки для переноски. И вот так кучки перемещаются ближе к картофельному участку. И кучки складываются по периметру участка, чтобы потом можно было удобно ими воспользоваться. И для начала Жек вилами распределяет сено по рядам. Довольно-таки неплохо распределяет на самом деле. А теперь уже именно руками более аккуратно распределяет сено, чтобы там не торчало, равномерно слой был, а не так, что в одном месте куча, а в другом проплешина. Потому что там, где будет проплешина, там уже будет расти сорняк, а нам сорняки не нужны. Как сам Жека говорит, ему вот эта работа нравится. Жек, тебе же эта работа нравится? Да. Почти как медитация. Вот почти как медитация. Успокаивает. Успокаивает. Примерно такой слой сена укладывается. Все, картофельный участок замульчирован. Конечно, можно мульчировать и чем-то другим. Например, листьями, соломой, мелкими ветками, опилками, стружками лиственных пород, шелухой подсолнечника или современными нетканными материалами. Мы используем именно сено, ресурс, который без особых трудозатрат растет конкретно у нас на участке. Кстати, при вот такой высоте кустов, около 20 сантиметров, от уровня вот этого перегноя уже видно, что картофель попускал корни. Вот уже торчит. Вот еще. Это уже корни непосредственно в слое перегноя. Они буквально на глубине 1 сантиметр. После мульчирования поливаем, чтобы сено уплотнилось, и сорняки, которые там на навозе повсходили, не вылезали. А сорняков там внутри на полуперепревшем навозе предостаточно. Вот они торчат. Вот их мы сеном и закроем. Если бы не мульчировали, вряд ли стали бы вот так без закапывания сыпать полуперепревший навоз. Для нашего региона и мульчирование, и полив – необходимость. Ведь оптимальная температура клубнеобразования от 10 до 13 градусов по ночам в воздухе, 15-19 в почве. А выше 20 градусов по ночам и выше 26 в почве рост клубней прекращается и начинается тепловое вырождение. Дальше ждем, пока картофельные побеги подрастут до более гибкого состояния, и проводим мульчирование сеном в развал с одновременной подкормкой растительной золой и пеплом. Начинаем делать развал картошки. Вот первый ряд, смесь ранних сортов, уже развал с подкормкой древесной золы сделан. Рядом два ряда это гулливер, он пока небольшого размера, поэтому мы его в этот раз разваливать не будем. Подождем, пока он станет примерно вот как тот картофель. Гулливер подождет, поскольку ростки у него были все-таки поменьше при проращивании. А вот этот картофель уже явно пора разваливать. Ну, это ориентировочно сантиметров 25-30 где-то. Древесную золу мы, как обычно, смочили водой, чтобы она не разлеталась на ветру. Это примерно 20-литровое ведро. До того, как смочили, золы было около 30 литров. После смачивания она стала поплотнее, потяжелее. И вот это ведро мы внесем примерно на 90 квадратных метров. Разваливаем кустики в стороны, примерно равномерно. Причем стараемся вот так распределять их подальше друг от друга. Часть туда, часть туда. Опять же, работа такая не для всех. Жеке вот, например, она нравится. Успокаивает. Успокаивает его такая работа. Ой, ну как медитация. Он в релакс впадает. А я бы, например, скорее всего, нервничал. Но это вот
Разница характеров, темпераментов И устремлений. и устремлений. Какие результаты нужны, какие интересы и так далее и тому подобное. Получается так ровненько, прям вот такая ложбиночка из картофеля. В принципе, картофель сразу не поднимается. Да. Ну и теперь Жека равномерно вносит золу. Он просчитал, сколько на один ряд надо. Норма внесения 200-граммовый стакан на каждый метр ряда. Дальше закладываем сено. Примерно так это все выглядит. Это мои ноги ленивые в кадре. Ну вот. Работа кипит. Попутно это сено, помимо развала, оно сыграет еще роль там, где сходят сорняки из полуперепревшего навоза. Закроет их от Оно солнца. закроет им и свет, и помешает сходить. Вот в таких местах, как вот это, хорошо видно, что дало поперечное расположение клубней картофеля при посадке. Вот расстояние между ростками поперек ряда. Вот так идет ряд, вот так поперек ряда. Ну, сантиметров 5-10 между ростками. И здесь также тоже вот. Для этого мы сажали картофель поперек, чтобы проще было разваливать и не так теснились растения в ряду. Так, Жека сделал уже 2 ряда. Вот один ряд. Вот там второй ряд. И начал 3-й. Довольно быстро, кстати, делает. Я там пока вожусь по дому, всякими делами занимаюсь. Прихожу, а он уже ряд у него готов. И вот погодка у нас бывает. Ураганы, деревья могут ломать на раз. Погода прогнала, не получилось всю картошку успеть замонтировать в развал. Сильный ливень, с ветром, гроза. Так что теперь продолжение будет только позже. Придется ждать. Ну, в принципе, эта погода нормальная. В таких условиях всегда это приходится работать. Погода постоянно меняется. Муссонная погода. Примерно половину ряда успели развалить. Пошел сильный дождь с ветром. Придется продолжить потом. Сегодня 25 мая. Может быть завтра, послезавтра. Ливень очень сильный, с крупными каплями. Растения позгибало, позамывало. На огороде стоят лужи. Ряд, который первым сегодня развалил, растения начали вылезать, подниматься. Буквально за несколько часов. Конечно, мокнет скошенное. Ничего. Уже тепло, просохнет быстро. 27 мая. Дожди наконец-то отступили. И мы можем опять продолжить развал картошки. Вот этот ряд еще не развален. А вот здесь уже видно, как после развала картофель подрос. И по сути сформировались 2 ряда. Здесь тоже и здесь. А вот эти вот 3 ряда тоже предстоит еще развалить. Гулливер подрос, можно будет сегодня попробовать. На сегодня еще ожидается ливень, есть шанс пробовать успеть до него. Картошку всю Жека обработал, последний ряд закладывает. Кстати, слышно вдали гром, походу гроза скоро будет опять. Это вот он сегодня заложил такие ряды, и вот сегодня он опять же позакладывал. Красота! Едва успели сделать развал картошки, и сразу заходит гроза. То есть дожди еще не ушли, поэтому приходится спешить. Картошка уже разваленная в предыдущие дни уже обогнала эту. Ну, на самом деле, сравняется она достаточно быстро. Мы это потом покажем. Так выглядит картофель уже на следующий день с утра. Сегодня 28 мая. 30 мая. И картофель после развала выглядит уже вот так вот. По позднему уже сомкнулись полностью вот эти 4 ряда. Тот, который на день позже сажали, в принципе догоняет этот. Здесь Метеор растет лучше, чем Гулливера, 2 ряда вот этих. Ну, у него изначально ростки были побольше. Это ранние. Смесь наших ранних сортов, в принципе, выглядят не хуже, чем поздние. После мульчирования развал мы обычно поливаем, дожди здесь редкость. Но в этот раз дождь нам все-таки помог. Помимо увлажнения и охлаждения, этот полив прижимает потяжелевшим влаги сеном разваленные стебли и ускоряет действие подкормки.
После развала получилось практически 2 ряда из одного ряда. Посмотрим, как это выглядит изнутри. Хорошо видно, что с этой стороны стебли торчат, и с этой тоже. Получилось такое междурядье. Дальнейший уход подробно не показываем, поскольку все как обычно и уже было в прошлых видео. Да в нашем регионе ухода как такового и нет. В основном он сводится к обильным поливам не чаще раза в неделю. Сейчас отсюда видно, насколько далеко достает поливалка. Междурядье картофеля 80 сантиметров. Вот пошло 80, 80, 80. Дальше тропинка еще. И грядка 1,20 м, с тропинкой там все 1,50 м. Все это расстояние достает, и в ту сторону вся картошка поливается. В нашей местности полив, как уже сказали, это также необходимость. Ведь оптимальная температура для развития картофельной ботвы от 18 до 25 градусов. Выше 40 рост ботвы прекращается. Все силы растения идут на защиту. Дыхание, снижение площади листьев и прочее. А летом у нас бывает и до 50 градусов в тени. Начал цвести ранний. По нашей жаре цветы на картофеле не только не дают помидорчиков с семенами, попросту осыпаются. Иногда даже полностью не расцветают. Поздняя картошка у нас даже не всегда цветет из-за жары. Точки с цветоносами просто-напросто перестают расти, отсыхают и все. Конечно, не каждый сорт картофеля в принципе должен полноценно цвести и давать урожай семян. Но в данном случае дело вообще довольно запущенное. Все-таки жара накладывает отпечаток. Картофель цвести не хочет. Для сравнения, даже при вечерних 30 в тени в воздухе, в почве далеко за 40, а при 50 в тени на земле уже не устоять босыми ногами. По 2 месяца без дождей для нашего региона норма, и без полива урожая не было бы. Впрочем, конкретно у нас затраты времени при поливах всего минут по 5 на сотку. Поливаем картошку. Сегодня 8 июня. На это способен только Жека. Лезть вот это под дождевалку, чтобы ее переустановить. Ага. Классно. Свежо. Тут я снимаю, а одной рукой вот тяну. Как подогнать такую поливалку под собственный насос, чтобы не было потерь воды и электричества, мы показывали в одном из видео. Можно посмотреть по ссылкам в описании. Вот такая поливалка пластиковая стоит всего-то около 100 рублей. Остается ее просто немного подогнать под свой насос. Вот хорошо видно сейчас, что вода добивает практически до середины 12-метровых рядов. Вот этого дерева примерно посередине участка стоит. Посмотрим, что там под сеном в середине рядов. Это ранний картофель. Видно, что корни прямо на поверхности есть. И вообще тут все уже такое заплетено корнями картофеля. Перегнойный слой картофелю нравится. В плане корней очень даже. Продолжаем смотреть, что происходит под слоем сена. О, это похоже уже не корень. Это уже похоже на столом. Да, это уже явно подземный побег. Вот тоже столом явно идет. В поверхностном слое растут столомы. Насыпаем и будем тревожить. Это, кстати, был сорт Метеор, он уже начал цвести. О, уже есть картошинка. Это буквально на сантиметровой глубине. Хорошо, урожай слоя перегноя растет. 3 июля, картофель примерно раз в неделю поливается. Так что дальше сразу переходим к уборке урожая. Впрочем, тоже без подробностей. Показывали их уже в нескольких фильмах. Что у нас тут? Вот видно, картошка сверху лежит. Слой вырос. Именно вот реально в этом слое навоза. По крайней мере, верхний картофель вырос в слой перепревшего навоза. Складываем сюда. Я такого даже, Жек, не помню, чтобы мы картофель руками выгребали. Да, я такого тоже не помню. Обычно как-то из Обычно земли. как-то лопатой. А тут руками. Это Вот интересно. это уже глубже там в земле. Сейчас мы ее копнем. Снимай пока. О, еще там в земле Да, нормально. еще земля выросла. Вот это выросло уже больше. Слушай, в развал это реально рулит. Видно, как картошка лежит. Насыпь.
Насыпом, да. Картошка лежит насыпом. Так, кидываем в сторонку. О, уже куча практически сверху лежала. И что-то там еще. И что-то еще есть. Копнем. Ух ты! Да, А кустик-то хороший. тут вообще супер куст получился. Да. Земле вообще. Все вроде, да? Ну да, вроде все. Кустик вроде немного по количеству, но, блин, какие! Ё-моё! Ё-моё! Тут явно больше килограмма выросла. Да какой-то, конечно, больше. Классно картошины выросли. Вот это вот 19,5 сантиметров. Кстати, две самых крупных картошины, которые мы выкопали. Одни из самых крупных. Да, одни из самых крупных. Больше кило весят. Две штуки. Одна картошина 500-600 грамм. Да. Вот такие картошечки выросли. Отличный урожай. Более чем. Так первый ряд выглядит сверху. Как видите, кусты разные. Хочу показать, что это картофель-то не маленький. Это я сверху провожу, кажется, что он типа может даже маленький. Но вот в сравнении с рукой, вот видите, какая картошка. Я прям показываю, это даже вот типа плохой куст, это тоже типа плохой. Напомним, что технология посадки и ухода была гораздо легче. Да, в этом году Не было двух окучиваний. технология была без окучивания, без двух окучиваний. И вот такой результат. Причем земля также не была не скопана и очень твердая. И однако все равно такой результат. Вот этот кустик какой-то замечательный. Здесь немного, но зато крупная. Ну и этот абсолютный лидер этого ряда. В пересчете на сотку урожайность получилась 730 килограмм. Каждого из этих трех рядов получилось вот примерно так вот. Примерно так же. То есть по 4 20-литровых ведра. Даже с небольшими горками. Ух ты, сверху прям. При добавлении к этой же технологии во время посадки зеленой травы и компоста урожайность еще на 12,5% больше. 820 килограмм в сотку. Так, да. Смотрим, что получается. Картошины капитальные. Впрочем, видео о посадке с травой мы уже показывали. И сразу видно вот прибавка. То есть не только визуально казалось, что картошка крупнее, ее больше в кустах, но и наглядно видно, что и 20-литровые ведра с достаточно выраженными горками, и это ведро полное. Как говорится, на глазок хорошо, но лучше померить. Все остальные операции, в частности в период от уборки урожая до посадки, включая многоэтапную подготовку семенного материала, полностью совпадают с другими нашими картофельными технологиями. И есть по ссылкам в описании. И там же подробные ответы, зачем сажать ростками вниз, для чего разваливать стебли, как справляться с колорадским жуком. Все это, как и многое другое, есть по ссылкам в описании. Также многое можно узнать из комментариев к видеороликам и ответов на них. Если видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь и делитесь с друзьями. А чтобы узнавать о выходе новых фильмов, жмите колокольчик. Удачи и отличных урожаев! С вами были Татьяна и Евгений Гордеевы. И еще один момент. Несмотря на то, что мы занимаемся земледелием в жарком и сухом регионе, нас смотрят люди из 130 стран. Из местности от пустынь до зоны вечной мерзлоты. Ай, не могу даже смотреть. Поэтому, если делитесь в комментариях опытом, по возможности пишите, какой у вас регион, условия и особенности выращивания, сколько килограмм в сотке собираете. Это поможет всем легче сориентироваться и адаптировать новый опыт под свои условия и возможности. Заранее спасибо. Видно, что навоз, которым досыпали, он не так уж сильно выступает над поверхностью. Вот сено Да, разгребли. уплотнился, осел. Да, просто уплотнился, осел и все. Видно, насколько много червяков в земле после навоза. Да, кишит земля. Причем живностью. крупнее стали.
Жирненькие В этом красавцы. году вообще